Приветствую, друзья, на канале Каска. В этом видео по Delta Force вы узнаете, как повысить FPS в уже каком? 4-м сезоне. Что изменилось? Добавили генерацию кадров FSR3 и само масштабирование FSR 3.0. Жаль, что не 4-й, но может ближе к 8-му сезону добавят. Ну а в самом видео мы подберем с вами оптимальные настройки для разных систем и слегка оптимизируем нашу винду. Избавимся от лагов и фризов и, конечно же, сделаем более стабильный фреймтайм. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, самореклама своего бусти и погнали. Ребятки, если у вас есть желание, самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на бусти. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Первое, что мы делаем, залетаем в игру, нажимаем Escape. А почему вы так смотрите? Что-то изменилось? Да вроде нет. Нажимаем настройки, переходим на вкладку экран, ставим галочку на показывать параметры производительности, это обязательно, а уже потом на графику. Здесь мы с вами начнем по порядку. Видеоадаптер. Выбираем нашу видеокарту, режим отображения. Если вам потенциально нужно понизить вашу задержку, ставим полный экран. Если важнее всего это быстренько сворачиваться, тогда в окне без рамок. Яркость. Рекомендую слегка завысить. Ограничение FPS во время матча. Ставим неограниченно, но если вам все-таки нужно ограничивать ваш FPS, допустим под герцовку монитора, либо для стабильности фреймтайма, я рекомендую использовать Riva Tuner. Если что, он идет вместе с MSI Afterburner. Далее находим Frame Rate Limit и, к примеру, лочим 165. В таком случае у нас в игре будет максимально стабильный фреймтайм, а время отрисовки кадра влияет на плавность картинки, сам геймплей и так далее. Также обязательно ограничиваем FPS в самой менюшке и в фоновом режиме. Резкость я оставляю по умолчанию и вертикальную синхронизацию обязательно выключаем, если у вас нет разрыва картинки. Угол обзора по умолчанию тут по желанию. Увеличение прицела. Неплохая функция, но слишком много кушает FPS-иков. Режим защиты глаз от вспышек. Новая функция, я пока ее включаю. А теперь начинается самое интересное. Сглаживание. Оно как не работало в предыдущих сезонах, так и не работает. Для того, чтобы его отключить, нужно будет перейти в файлы игры, найти конфиг и там вручную уже выключить. Как это делается, плюс если вам интересно посмотреть все подробные тесты по настройкам графики, что за что отвечает, на что влияет, сколько влияет и так далее, рекомендую посмотреть мое предыдущее видео по Delta Force. Ссылочка будет в описании. Тем не менее, можете включать, выключать, разницы никакой нет. Размытие движения оружия. Я выключаю. Отражение. Низкая. Фильтрация текстур. Низкая. Затенение. Некоторые выключают, но мне нравится среднее качество. Я слегка пожертвую FPS-иками, чтобы картинка была чуть более объемной. Частица. Максимально, либо средняя. Искажение. Низко. Детализация окружающей среды. Низко. Дальность прорисовки сцены. Низко. Масштаб рендеринга. Не рекомендую трогать, только если вам не нужно повысить ваш FPS. Ниже 85 не прыгаем. Дальше уже картинка превращается в кашу. Глубина резкости. По желанию, я обычно выключаю. Качество глобального освещения. Низкое. Шейдера. Я ставлю максимально, но вы можете поставить средние, либо высокие. Текстуры. Низкая. Трансляция. Низкая. Тени. То же самое. Максимально либо низкая, либо средняя. Все зависит от вашей системы. Карта теней. Низкая, постобработка низкая, объемный туман низкая и анимации я ставлю максимальное. Хотя на что они влияют, я так и не понял. Супер разрешение. Наконец-то в игру добавили AMD Fidelity FX Super Resolution. Увы, не 4.0, почему-то на разработчиках выбрали роль догоняющих. Добавили всего лишь 3.0, и тут даже не последнюю версию. Тем не менее, уже прогресс. Что вам порекомендовать здесь использовать конкретно тяжело сказать, потому что, с одной стороны, если у вас слабенькая видеокарта,
то 2.0 чуть больше выдаст по производительности, но картинка будет более размазанная. И то не во всех сценах. И я заметил, вторая версия работает хорошо с травой, она более резкая. А уже Fidelity FX Super Resolution 3.0 хорошо работает с камнями, с ландшафтом, но слегка размыливает траву и некоторые участки. А насчет пресета, тут уже зависит тоже от вашей системы. Если у вас менее сотки FPS, ставьте производительность. Если у вас более 100 FPS, конечно же качество. А у ребят, у которых видеокарты от Nvidia, включаем DLSS и то же самое. Если у вас, допустим, 3060 Ti, ставим баланс, либо даже качество. Она в принципе справляется с этой игрой. Если у вас видюшка мощнее, то можете выключать. Нативного почему-то здесь нет. По крайней мере, Fidelity FX с нативным качеством отсутствует, что тоже печально. И в самом низу еще одна новая функция, это генерация кадров FSR 3. На DLSS, по-моему, уже была еще с релиза игры, а FSR-ку наконец-то добавили. По задержке я немножко побегал, пострелялся. Она присутствует, но не такая значительная, как это было раньше, допустим, на первых играх, где использовалась генерация кадров. Типа заметно, что работает лучше, задержка не прям такая сильная. По сути, можно играть, но если есть возможность не включать, не включайте. Потому что если вы знаете, как работает генерация кадров, то вы прекрасно должны понимать, что в онлайн-играх это использовать вообще неразумно, особенно в соревновательных шутерах. Применяем все наши настройки и переходим на рабочий стол. Оказавшись на рабочем столе, мы с вами сделаем небольшую оптимизацию нашей системы под игру. Работает это все на Windows 10 и 11. Загружаем архивчик по ссылочке в описании, он находится у меня в телеге либо в Дискорде. И здесь нас встречают 6 папочек, ну и схема питания. Начнем по порядку. Оптимизация. Отключаем визуальные эффекты, 2 раза LCam, и у нас открываются параметры быстродействия. Здесь мы ставим галочку на обеспечить наилучшее быстродействие и обязательно ставим галочку на сглаживание неровностей экранных шрифтов. Отключаем повышенную точность. По умолчанию галочка здесь у нас будет стоять. Мы ее убираем, нажимаем применить и ОК. Отключаем Xbox Game Bar. Все, что здесь у вас будет указано, мы все это выключаем. Включаем игровой режим. Если она у вас по какой-то причине выключена, ставим галочку. Аппаратное ускорение и производительность. Здесь мы нажимаем на доп. Графические параметры и ставим галочку на планирование GPU с аппаратным ускорением. Если после включения аппаратного ускорения у вас начались проблемы, тогда выключайте и перезагружайте вашу систему. Тут все индивидуально, потому что некоторым это дает буст, а у некоторых наоборот становится только хуже. Далее нажимаем добавить классическое приложение. Если у вас десятка, будет написано обзор. И переходим в папку с игрой. В моем случае это Games, Delta Force, Game, Delta Force, Binarius, Win64. И здесь мы находим Delta Force, клиент Win64, Shipping. Добавить. Ищем уже в этом списке. Находим Delta Force, параметры GPU. Ставим на высокопроизводительный и оптимизация для игр в оконном режиме. Если вы играете на DirectX 11, включаем. Если на DirectX 12, выключаем. Отключаем эффекты прозрачности. Нажимаем вот сюда и эффект анимации тоже выключаем. Целостность памяти. Нам ее с вами нужно обязательно выключить. Но будьте осторожны, если вы любите загружать что-то сомнительное из интернетов, тогда лучше оставляйте галочку включенной. Далее, задержка. Latency BCD Twix. Нажимаем PCM и запускаем от имени администратора. И если у вас произошла ошибка, тогда нужно будет это все вручную отключить. Просто берем данные команды и вводим их по отдельности. Либо же чаще всего почему ошибка происходит, потому что у вас уже отключен шпет и по какой-то странной причине оно между собой конфликтует. То есть команда не пропускает шпет, а останавливает все последующие задачи. Для чего эти тайминги нужны, зачем мы их отключаем, нужно ли их отключать, можете загуглить, полно информации, либо просто написать чат GPT, он вам подскажет как, что и зачем. MSI мод, нажимаем PCM и запускаем от имени администратора. Находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI и приоритет задаем High и нажимаем Apply. Закрываем. Настройка видеокарты. Начнем с AMD-шки. Если у вас старые AMD-шки, либо старая версия драйвера, здесь у нас есть картиночки, все делайте как здесь указано. Если у вас более свежие видеокарты, нажимаем PCM на рабочем столе, AMD Software, переходим на игры и находим Delta
Force. Radeon Anti-Lag. Если у вас наблюдаются фризы, и, допустим, ограничение FPS вам не помогает, тогда выключаем Radeon Anti-Lag, потому что из-за него частенько могут вызываться фризы. Странная закономерность. Если в игре есть поддержка антилага, все в принципе работает замечательно. Но если нет поддержки антилага, и мы включаем принудительно в саунддрайвере, то почему-то срабатывают фризы. Как-то так получается. Нажимаем дополнительно. Здесь в принципе можно ничего не делать. Единственное, что если у вас старая видеокарта, слабенькая, можете поставить на качество фильтрации текстур, на производительность. FPS вам это не даст, но возможно где-то по редким событиям чуть-чуть лучше будет работать игра. Режим тесселяции тоже. Переопределить настройки приложения и отключаем. Если у вас видеокарта от Nvidia, по желанию можете зайти на сайт, скачать последнюю версию драйвера. После этого открываем Nvidia Driver Settings. Здесь наша задача следующая. Переходим на управление параметрами 3D, далее программные настройки и находим приложение, которое запускает игру. Это Delta Force, Win64 Shipping, что типа такого. Добавляем и спускаемся до частоты обновления вашего экрана. Если вам эта функция доступна, выбираем высшую доступную. Размер кэша шейдеров 10 ГБ, режим низкой задержки, ультра, режим управления электропитанием. В основном я рекомендую поставить на норму, но в шутерах, особенно соревновательных, я рекомендую ставить режим максимальной производительности. Тоже навряд ли вам это даст какой-то FPS, но возможно по редким либо очень редким событиям где-то чуточку что-то будет лучше работать. Не факт, но почему бы не поставить. Только не на глобальных параметрах, конечно же, а на программных настройках, конкретно для игры. И в самом низу нас встречает фильтрация текстур. Нам нужно качество поставить на высокую производительность. Очистка. Delete files. Выделяем все файлы, нажимаем Shift, Delete и да. То, что не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад. Delete files, папка номер 2. Выделяем все файлы, нажимаем Shift, Delete и да. Снова же, что не удаляется, просто отменяем. Disk Cleanup. Запускаем, выбираем диск C и где-то раз в месяц производим очистку диска C. Твики реестра. Здесь у нас всего лишь два файла реестра. Если вам нужно полностью выпилить Xbox Game Bar с вашей системы, тогда нажимаем PKM на DVR1, далее открыть. Если вот десятка будет написано слияние. И Game DVR2 тоже PKM и слияние. Если нужно будет его вернуть, бэкапы уже готово. BIOS. Здесь нам нужно будет перейти с вами в BIOS. И если у вас есть поддержка 4G декодинг с ребаром, соответственно, тогда все это добро включаем. Далее ищем пропускную способность PCI-экспресса. Наша задача найти режим соединения PCI-Express 16 прочерк 1. Это значит первый слот, там где установлена наша видеокарта. Выставляем максимальное поколение. И наконец схема питания, максимальная производительность. Если вам необходима данная схема питания, копируем команду, нажимаем PKM, копировать, закрываем, нажимаем PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, либо командная строка, нажимаем Ctrl плюс V, если не вставляется, PKM, далее Enter, закрываем, открываем ярлык схема питания, показать доп. Схемы и ставим галочку на максимальная производительность. Но я оставляю лично на балансе, потому что, судя по всем тестам, баланс действительно баланс. То, что касается задержки и производительности. После всех этих настроек залетаем в Delta Force и наслаждаемся. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. С вами был Каска. Желаю высокого FPS.